0,003. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить уже, друзья, о том, что произошло в течение одного года. Именно аналитики анализируют, ну, кто способен это делать, вот эти тенденции, да, но тенденции, еще раз говорю, друзья, нельзя анализировать рынок недвижимости, не понимая в целом каждый месяц, что с ним происходит. Просто взять реперную точку в декабре и потом через год опять вернуться к этому и посмотреть, что произошло, это крайне неправильно. Почему? Потому что вы не видите общей картинки. А общая картинка такова, что на протяжении 12 месяцев недвижимость может показывать незначительные как и рост, как падение, но в целом тенденции именно прорисовываются, когда уже больше там 8 месяцев мы видим определенный там рост или снижение. Итак, ну, карта осталась та же самая, я не буду ее уже с вами проговаривать. Давайте вот посмотрим данную табличку. Здесь сравниваем декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Город Днепр. Социальное жилье $552. И рост. Подумайте только, друзья, в городе Днепр, это прифронтовой город, который без света сидит, без воды, рост 2,79% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,28. Город Запорожье, ну, ведет себя адекватно более-менее. Это социальное жилье, $428 за квадратный метр. И показал нам в годовом измерении снижение минус 3,39%. Среднее арифметическое число в целом по региону, это у нас Донецко-Приднепровский регион, $490 за квадратный метр. Именно столько стоила недвижимость в 2024 году. А напомню, сравнивать 2024 год с 2023 годом вы можете найти, у меня эти видео есть в открытом доступе. Мы там видели снижение 14%. А сейчас, вот видите, этот год практически ничего не изменилось, ну, в плане стоимости квадратного метра. В качестве примера взял социальное жилье. Индекс, естественно, ну, единичка, запятая 0,000. Друзья, что такое индекс? Давайте немного саморекламы. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра в течение, ну, в данном случае года. Как он считается? Давайте вот на примере города Запорожья покажу. 428 делим на 443, получаем снижение минус 3,39% в годовом измерении. Или отрицательный индекс 0,966. Индекс, еще раз напомню, друзья, компания Alim Consulting и я, ваш скромный слуга, мы одни из немногих, там на пальцах одной руки можно посчитать компании, которые делают в Украине подобные индексы. Я также знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту в разных банках по-разному. И данная категория специалистов, ну, просто архи заинтересована в данной информации. Почему? Да потому что они лучше, чем кто-либо, знают, как меняется стоимость денег во времени, так как они работают в финансовом учреждении. А я один из немногих в Украине, знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени. Поэтому вот эти наши знания или синергия знаний со стороны людей, которые работают в финансовых учреждениях, знают, как изменяется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, помогут, друзья, и в ваших бизнес-процессах, и помогут развиваться мне, заниматься наукой, ну и компания Alim Consulting, конечно. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Для того, чтобы меня найти, в описании YouTube-канала есть мой Viber телефон, также WhatsApp можете набрать. В общем, можем списаться, составим техническое задание или созвониться, как лучше вам удобно. И ваше финансовое учреждение будет раз в квартал, мы поквартально делаем эти исследования, получать полную картинку того, что произошло с недвижимостью, под которой ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые ресурсы. Ну, понятно, то есть это архиважно для вас.
Итак, друзья, подводя итоги еще раз, мы увидели, что ничего не произошло за месяц с недвижимостью. То есть Запорожье продолжает показывать снижение стоимости квадратного метра, вот это здесь, на 3,39%, а город Днепр показывает рост. Теперь, друзья, я закрою пока слайдов и давайте быстро проговорим о прогнозах. Ну, можете посмотреть мои последние 3, 4, 5, 6 видео, я не знаю. Вот как только по-моему, с июля месяца Днепр стал показывать рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости, я с тех пор и говорю, друзья, это все закончится и закончится очень плохо. Но кто не верит, тот, ну, пускай дальше не верит. Вопрос даже не в том, что надо верить или не верить кому-то. Посмотрите на просто ситуацию. Вот откройте глаза, выключите телевизор и посмотрите в окно, да? Что вы там увидите? Процветание. Поэтому для того, чтобы, так сказать, не угадывать, а прогнозировать, я применяю метод многофакторного анализа. Что такое метод многофакторного анализа? Я анализирую все процессы, которые происходят в экономике. Они отражены в виде индексов и называются макроэкономические показатели. В данном случае Днепропетровской области и Запорожской области. Все там, друзья, но не просто плохо, а очень плохо. Кто не верит, можете пойти посмотреть, ну не пойти посмотреть, а зайти на сайт службы статистики и, так сказать, убедиться в том, что я вам говорю. Так вот, не может рынок недвижимости развиваться отдельно от того, что происходит в экономике. Это, ну, вот как бы тут, я думаю, не надо никому объяснять. То есть, поэтому совершенно очевидно, что все, что происходит в экономике, будет происходить и с недвижимостью. Напомню вам, что недвижимость, она, рынок недвижимости, я имею в виду, характеризуется параметрами. Параметрами это стоимостные параметры, о которых мы проговорили, то есть снижается или повышается стоимость квадратного метра. Так вот, в следующем году, а точнее уже в этом году, потому что я записывал в январе 2026 года, в первом квартале, друзья, мы увидим снижение минус 3% в годовом измерении. Сравнивать будем март 2026 с мартом 2025 года. Я предполагаю, что произойдет именно это. Следующий параметр. Параметр, который характеризует активность рынка. Сколько сдается в эксплуатацию нового жилья. То есть в целом он характеризует строительную отрасль. Посмотрите предыдущие мои видео. В Днепре не строится вообще жилье, друзья, ну, чтобы вы просто понимали. Кто-то мне пишет, да там краны работают, да там люди бегают. Ну, не знаю, может, вы как-то, живя в Днепре, видите это. Я, конечно, это не вижу. Но по статистике там ничего не строится. То есть это говорит о том, что компании-застройщики не хотят строить новые объекты для того, чтобы потом они были заморожены. Ну, нереально никто, кто же будет покупать. И еще один фактор, который характеризует, это в целом количество проданной недвижимости. В прошлом году, уже прошедшем 2025 году, будут данные, я надеюсь, в феврале, в марте, я вам расскажу. Но по моим предположениям, что активность будет тоже достаточно низкая. То есть в сравнении этот будет у нас 25 год, будем сравнивать с 24 годом. Ну, я имею в виду прошедший год, 2025. Так вот, я предполагаю, что там также динамика будет снижения. Поэтому вот эти все показатели, которые характеризуют состояние рынка, наводят меня на именно не просто на, как оно называется, я предполагаю, хотя на самом деле, да, я могу только предполагать, но у меня есть большая уверенность, то есть я вижу всю эту картинку, что стоимость в данном случае будет снижаться, количество транзакций будет снижаться, компании-застройщики также не будут строить ничего в городе Днепре. Итак, друзья, очень кратко прошелся по целому Донецко-Приднепровскому региону. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам, друзья, что необходимо? Правильно подписаться на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки видео, пишите вопросы, с удовольствием адекватным людям отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Alim Consulting готовим ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.